Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу вам вот такой интересный дизайн. Давайте приступим к его выполнению. Вот мои ноготочки до. Здесь я уже сделала маникюр, также сняла покрытие. Это было наращивание гелем верхними формами. Если вам интересно видео, то я оставлю его в описании под видео. На эту руку я обращаю внимание, здесь укрепление сделанное, и уже 3 недели ему. У меня тоже есть видео. Делала я 3 способами укрепления. Если вам интересно, то переходите и посмотрите. Нету ни одной отслойки, и все хорошо держится уже 3 недели. Итак, для того, чтобы приступить нам к дизайну, нужно сначала хорошенько обезжирить ноготочки. Прохожусь я клинсером и безворсовой салфеткой. Вот таким образом. Далее я наношу дегидратор. На ногтях гель. Но я не буду делать гель сейчас сюда, потому что он еще не сильно отрос. Я буду наносить базу. Далее я наношу праймер от Наяда. Праймер создает такую липкую текстуру, которая соединяет ноготок натуральный с материалом искусственным. Поэтому наносим только на отросшую часть. Можно немножко зайти на гель. Ждем, чтобы он немного высох. Чем дольше мы оставим, чтобы он немножко подсох, тем он будет более липким. Далее я беру базу от Louis Philippe Hard база и наношу на ноготок. Делаю небольшое выравнивание. Делаю я по одному ноготку, чтобы сохранялось выравнивание, никуда не затекало. Также помогаю себе тонкой кисточкой. У меня кисть от Эми, очень удобно. Не забывайте переворачивать ноготок для того, чтобы сцентровать выравнивание. Когда нас все устраивает, сушим в лампе 30 секунд. Кстати, кто не знает, у меня новая лампа Sun 2C. Кому интересно, то у меня есть видеообзор и сравнение со своей прошлой лампой Sun One. Переходите по ссылочке и смотрите этот обзор. Также я в этом видео расскажу вам о том, как я различаю оригинал и подделки. Все, и то же самое делаем с другими ноготками. Далее я хочу использовать на все ноготки цвет Ingarden 142X гель. Это такой фиолетовый полупрозрачный оттенок. Будет очень классно смотреться в этом дизайне. Для того, чтобы нам сделать объемный дизайн, нам необходимо взять прозрачный гель. У меня это Runel, это УФ отвержнаемый гель. Мне нравится этот гель, я им делаю и наращивание, и укрепление.
держится все отлично. Кто хочет посмотреть обзор этих гелей, тоже у меня есть видео, я оставлю ссылочку. Давайте сначала снимем липкость со всех ногтей. Сделаем объемный дизайн на указательном. Беру тонкой кисточкой, которая помогала себе при покрытии базой и цветом, и наношу тонкие линии. Почему лучше всего делать именно гелем, а не базой или топом? Потому что топ или база при таком объеме имеет свойство желтеть, менять цвет, а гель никогда не поменяет цвет, он всегда будет достаточно прозрачный. Простроили линию и сушим несколько секунд, чтобы зафиксировать, и будем рисовать следующую. Стараемся так, чтобы самая большая толщина была именно где-то в середине ноготка. А по бокам сходила на нет. Сушим. Старайтесь сушить сразу же, чтобы не успела капелька расплыться по ногтю и чтобы объем сохранился. Далее, когда мы нарисовали уже все линии, дублируем их еще раз, если вам нужно, для объема. Если вам уже достаточно и такого объема, можно не дублировать. Сушим. Далее, после того, как мы нанесли гель и просушим его полностью в лампе, нам нужен топ для пигментов. У меня топ от Алена Каприз. Вот такой вот интересный топ. Единственное, он густой. Нужно сейчас постараться нанести его более тонко. Когда наш гель высох, наносим топ. Перед тем, как нанести топ, советую снять липкость с геля. Теперь для того, чтобы прожилки были видны, старайтесь убирать лишний топ. Вот таким образом можно сушить. Сушим полное время, 30 секунд. Нам нужна втирка какого-нибудь оттенка, такого интересного. Они называются либо рог единорога, либо радужный, либо что-то типа этого. Ну, у меня вот такого оттенка, фиолетового холодного оттенка, он хорошо подойдет
под этот цвет. Главное, чтобы не желтило, хотя когда желтит, тоже неплохо получается. Для того, чтобы наша втирка хорошо зафиксировалась, в этом топе нужно снять липкость. Далее втираем. Стараемся втереть и около кутикулы. Вот таким образом. Втирочку аккуратно закрываем, чтобы она не рассыпалась. Далее нам понадобится кисть мягкая, допустим, вот такая белочка. И стряхиваем аккуратно все ненужные блестки. Далее, после этого, мы берем пилочку и по краям проходимся. Это необходимо для того, чтобы зафиксировать втирку. Далее берем праймер, полусухой кистью проходимся по краю. Ждем, чтобы он немного высох, и покрываем простым топом. То же самое я выполнила на безымянном ноготочке, только уже другой формы. Далее я хочу сделать градиентную втирку на соседних пальчиках. Для этого нам нужно нанести топ для втирки. Хорошенько выравниваем поверхность и сушим 30 секунд. Далее нам опять нужна будет вот эта втирка. Наш ноготок высох. Протираем его жидкостью для снятия липкости. После этого берем втирку на пальчик и втираем в кончик. И уже другим пальчиком, который не в втирке, растираем ее в градиент. Вот таким образом. Не забываем пройтись праймером. Далее наносим другой топ. Сушим в лампе. Следующий пальчик делаем то же самое. То же самое мы выполнили на большом пальчике, вот этот градиент. То есть сейчас наши ногти покрыты топом, и мы можем их инкрустировать. Буду я выполнять инкрустацию декором таким интересным. Тут и стразы, и жемчуг. Интересные штучки. Также мне нравятся здесь металлические, золотые, всякие звезды, лунки, кругляшки. В общем, сейчас будем экспериментировать, и может быть что-то из этого получится. Для того, чтобы крепить такой дизайн, нам нужен опять гель, либо можно использовать акригель, если какие-то объемные дизайны. Так, я хочу сюда вот такую лунку сделать, прикрепить. Буду я использовать восковой карандаш. Делаем все, чтобы он максимально лег к ноготочку. Еще раз поправляем, чтобы все было ровно. Можно еще вот так себя проверять. И сушим, чтобы зафиксировать. Далее будем уже выстраивать здесь композицию.
Можно пока это просушить. Далее приступаем к большому пальчику. Далее, после того, как мы на гель положили наши стразы и декор, нужно взять тоненькую кисточку, топ и зафиксировать это все топом. Далее проходимся между, аккуратненько. Сушим в лампе. Проверяем, чтобы ничего не торчало и не зацеплялось. Приступаем к следующему ноготку. Вот такой дизайн у меня получился. Очень необычный, объемный. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте пальчики вверх, а также подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А на этом все. Всем пока-пока.